Прошедшая неделя была очень насыщенной для крипты, ведь буквально за пару дней мы получили два судебных иска против самых крупных бирж, падение многих альткоинов на 30%, рекордные ликвидации на миллионы долларов, а также уход крупных инвесторов с американского рынка. И после максимально тихого мая даже не верится, что это все произошло за такой короткий промежуток времени. Но на фоне этих последних событий все как будто бы забыли про важные экономические отчеты. И вы, наверное, будете в шоке, но до публикации новой процентной ставки ФРС осталось меньше 48 часов. Первое летнее заседание ФРС является самым важным за последний год, потому что именно 14 июня ФРС может сделать первую паузу в повышении процентных ставок, а это потенциально может стать началом будущего смягчения денежно-кредитной политики. Многие аналитики уже прогнозируют, что завтра ФРС действительно сделает свою первую паузу, и это станет очень положительной новостью, из-за чего биткоин может улететь на 30 тысяч долларов. Но пока одни считают, что ставки ФРС запампят рынок, другие, как, например, Рэй Далио, считают, что США вступают в долговой кризис, поскольку правительство сталкивается с проблемой продаж казначейских облигаций. Ну а что происходит на самом деле, вы узнаете в этом видео. Сегодня мы для вас подготовили не только последние новости из мира крипты, но а также мы разберем самые важные экономические события, чтобы понимать, какой будет ставка ФРС и как это повлияет на крипту. Поэтому смотрите видео до конца, ведь как всегда будет очень интересно. И нас многие продолжают спрашивать, какие монеты можно купить на этой просадке, ведь сейчас цены максимально приятные. Поэтому если вы желаете увидеть топ лучших монет, которые стоит сейчас добавить к себе в портфель, давайте наберем 800 лайков под этим видео. Ваша поддержка для нас очень важна, так что заранее огромное спасибо всем, кто ставит лайки. И давайте начинать. Всем привет, друзья! Меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. После такого активного падения рынка активизировались киты, которые максимально дешево приступили скупать альткоины на миллионы долларов. И сейчас они поднимают цены монет на десятки процентов вверх. А чтобы узнать, какие конкретно монеты покупают киты и на сколько процентов они еще вырастут, вы можете в нашем телеграм-канале. Также только у нас в телеграм вы можете найти эксклюзивные новости рынка и многое другое. Так что обязательно подпишитесь по ссылке в описании. Ну а со дня, когда SEC подала в суд на Binance, прошло уже больше недели. И несмотря на то, что новостной шум начинает постепенно утихать, рынок все еще не успел отойти от влияния этих новостей. Все события, связанные с SEC, мы подробно разбирали в наших последних видео. Поэтому, если вы что-то пропустили, рекомендую их посмотреть. Сегодня первое, что бы я хотел отметить, это последний комментарий CZ. В Твиттере он опровергает слухи о том, что в падении рынка виновата Binance, которая перевела свои активы в фиат. Ведь по словам CZ, их криптоактивы только увеличились за последние месяцы. Также он упомянул возможные продажи альтов от Robinhood на 1,3 миллиарда долларов, сказав, что насчет этих продаж он не в курсе. А еще CZ подчеркнул отношение к крипте в США и Китае, мол, Америка только запрещает, а Китай открывает двери для криптовалюты. Но эти причины, которые повлияли на рынок, мы разбирали еще до твита CZ в нашем прошлом видео. А еще CZ забыл упомянуть продажи китов, которые зафиксировали многие аналитические платформы. Также после судебного иска против Coinbase в воскресенье ее гендиректор дал большое интервью Wall Street Journal. Брайан Армстронг заявил, что регулирование криптовалюты не является наукой ракетостроения, и он уверен, что США достигнет ясности в регулировании, даже если это займет некоторое время. И он объяснил, что криптоинвесторы вернутся в США только тогда, когда правительство найдет правильный подход в регулировании рынка. В своем интервью он критиковал действия SEC, а также привел в пример регуляторы Великобритании, которые идеально справляются со своей работой. Насчет возвращения инвесторов в США Армстронг вспомнил не просто так, потому что согласно отчету CryptoQuant, резервы биткоина на криптобиржах США упали ниже отметки 50% до уровня 2017 года, и доминирование спотовой торговли биткоина в стране снизилось до 21%. По мнению аналитиков, активы перетекают на зарубежные площадки из-за неразберихи в отношении крипты в США. Уменьшаются и запасы эфира, около 56% от общего объема на биржах находятся за пределами США. Кроме того, в 2023 году рыночная капитализация американских
стейблкоинов упала на 35%, потеряв 15 миллиардов долларов. И это не странно, потому что бывший сотрудник SEC призвал вывести активы с криптоплатформ, написав, что биржам предстоит долгая работа с SEC, и клиентам стоит сейчас же отказаться от их использования. Но перевод этих активов не значит, что их собираются продавать, поэтому негативного влияния это точно не окажет. Также хочу отметить альткоины, которые пострадали больше всего. Это такие монеты, как ADA и Polygon, которые SEC назвала ценными бумагами. И мы получили комментарии от их представителей. Например, в Твиттере Solana Foundation не согласилась с SEC, которая назвала токен Solana ценной бумагой. По такому же принципу пошли и представители Matic. Они написали, что гордятся историей сети Polygon, разработанной за пределами США, и то, что рынок за пределами США является крупнейшим в мире. Конечно, эти две монеты не были сосредоточены только на американском рынке. Они работали и продолжают работать на весь мир, несмотря на то, что SEC назвала их ценными бумагами. И они уже показали значительные проценты восстановления. Например, после того, как ADA упала на 40%, она уже успела отыграть 30% своих убытков. И множество альткоинов на дне начали скупать, конечно же, киты. Например, внебиржевая криптоплатформа Cumberland сняла 69,7 миллионов у партнера Circle. Затем фирма внесла средства на биржу Coinbase для покупки таких монет, как ADA и Polygon. А это значит, что крупные игроки продолжают верить в крипту, несмотря ни на что, и инвестируют в нее миллионы долларов, выкупая монеты на дне. Но хочу вам сказать, что не только китам удалось заработать на альткоинах, ведь участники нашей подписки Coin22 Pro продолжают ежедневно зарабатывать на качественной аналитике. Мы в каждом видео делимся положительными результатами подписки Pro, и эти пару дней также были не менее прибыльными, потому что участники Pro заработали от 30% на росте XRP, а также от 40% чистой прибыли на восстановлении Cardano. И сейчас все участники продолжают получать прибыльные сделки. А для новичков, которые только начинают изучать крипту, мы предоставляем пошаговое бесплатное обучение. Поэтому не упускай свою потенциальную прибыль, пока рынок дает возможность зарабатывать, а переходи по ссылке в описании и присоединяйся к подписке Pro. С последними новостями на рынке крипты мы разобрались. Теперь давайте поговорим о экономических событиях, которые также оказывают немалое влияние на криптовалюту. Во-первых, что касается повышения госдолга. 3 июня Байден подписал закон для повышения лимита госдолга, что теперь позволяет США брать неограниченные кредиты до января 2025 года, после чего Министерство финансов США приступили наполнять казну. Таким образом, госдолг США вырос на 359 миллиардов долларов всего лишь за один день после подписи Байдена. И на самом деле это было только начало, ведь сейчас размер госдолга продолжает расти, а все из-за того, что Минфин США начал активно выпускать новые облигации со сроком погашения до 1 года, чтобы пополнить свои резервы. А на этом фоне акции американских банков упали в прошлый понедельник, ведь инвесторы до сих пор опасаются, что поток казначейских векселей вытащит всю ликвидность из рынков. Эти опасения возникли неспроста, потому что с конца 2021 по май 2022 года, когда Минфин пополнял свою казну, это поглотило почти 1 триллион долларов, из-за чего рынки упали, поэтому похожая картина может произойти и сейчас. Эксперты ожидают, что правительству нужно будет собрать от 1 до 1,5 триллионов долларов в течение следующих 6 месяцев только для того, чтобы вернуть резервы правительства в нормальное состояние. Но сбрасывание этих облигаций на рынок, в то время как экономика замедляется, достаточно рискованно. А если учитывать проблемы в банковском секторе, то это серьезная финансовая угроза. В этом нас предупреждают многие аналитики. Авторитетный инвестор Рэй Далио говорит, что США уже находится на последней стадии долгового кризиса и предсказывает, что правительству будет трудно найти покупателей для новых облигаций. В новом интервью Bloomberg Далио говорит, что одна из причин, по которой может возникнуть нехватка покупателей долгов США, связана с тем фактором, что крупные инвесторы, которые покупали облигации несколько лет назад, были уничтожены быстрым повышением ставок ФРС. Ведь когда процентные ставки растут, стоимость старых облигаций, которые предлагали более низкую доходность, снижается, поскольку правительство выпускает новые облигации, которые платят более высокие проценты. Так а теперь интересно, что же там по процентным ставкам ФРС, которые объявят уже завтра, ведь это станет одной из самых важнейших решений ФРС за последний год. Судя по данным СМИ Групп, трейдеры сигнализируют, что пауза в повышении ставок является наиболее вероятным результатом заседания ФРС, потому что шанс на паузу составляет 79%. И это происходит на фоне того, что аналитики из Bank of America заявляют, что медвежий рынок официально закончился, потому что
индекс NASDAQ закрывает 6-ю неделю подряд в плюс, а такого не было аж с ноября 2019 года. Но несмотря на рост фондового рынка, по большей части это связано всего с несколькими компаниями, а банковский сектор вообще остается в минусе. И даже если завтра ФРС решит сделать паузу, дальнейшее ужесточение в денежно-кредитной политике остается. В своем майском заявлении ФРС удалила формулировку о необходимости дополнительного ужесточения политики для достижения цели инфляции. Это помогло сохранить мнение, что на этой неделе будет объявлена пауза. Но бывший вице-представитель ФРС Роджер Фергюсон говорит: «Я думаю, что пауза здесь действительно более вероятна, что ожидает рынок в настоящее время. Но даже если ФРС сделает паузу, это не означает, что в течение оставшейся части года не произойдет большего повышения ставок. Рынок должен подготовиться к ФРС, которая будет продолжать идти вперед, даже если это будет паузой». И к такому мнению склоняются множество других аналитиков. Например, глава NatWest Markets говорит: «Мы думаем, что ФРС в конечном итоге пропустит этот месяц, но июль остается под вопросом». Также, по словам бывшего президента ФРС Атланты, пауза весьма вероятна. Тем не менее, он отметил, что инфляция по-прежнему остается проблемой для ФРС. Он заявил: «Есть некоторые признаки снижения инфляции, но они очень медленные. Я думаю, что у комитета все еще есть большие проблемы, особенно с целевым показателем в 2%. И на самом деле так и есть. Инфляция не снижается так быстро, как того желает ФРС. И это можно понять по сегодняшним данным ИПЦ. А также экономика США все равно остается устойчивой, что позволяет ФРС повышать ставку до более высоких уровней. Но положительным фактором является рост безработицы, который положительно влияет на решение ФРС. А также Goldman Sachs недавно снизил свои шансы на то, что экономика США вступит в рецессию, что также является хорошим знаком. Поэтому, скорее всего, завтра мы увидим первую паузу от ФРС. И учитывая недавнюю просадку биткоина и падение альтов, это положительно повлияет на криптовалюту. По мнению аналитиков, эта пауза вряд ли нанесет значительный ущерб экономике, даже если потребуется последующее повышение. Дальнейшие действия ФРС будут уже понятны после конференции Джерома Пауэлла, а главные его тезисы мы будем публиковать в нашем телеграм-канале. Так что подписывайтесь и следите за рынком в режиме онлайн. Ну и конечно же не забывайте поддерживать видео лайком. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и увидимся уже очень скоро. Всем пока!